Всем привет, с вами Рисим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня мы продолжаем прохождение Accident, где мы рассмотрим варианты помощи при ДТП, а также узнаем причину возникновения данной ситуации. Что ж, желаю всем приятного просмотра, итак отправляемся на место происшествия. Итак, в этот раз мы в роли велосипедиста, тихомирно едущего по дороге. И стали мы свидетелями аварии на перекрестке. Так, останавливаемся. Медленно слезаем со своего велосипеда и начинаем вызывать службу спасения. Так, все, вызов принят. Теперь первым делом, как обычно, выключаем двигатели в машинах, а также нужно будет оградить место происшествия. Так, выключили, теперь берем треугольник и аптечку заодно. Так, ставим треугольник. Поставили. Следующий шаг нужно во второй машине. Она, кстати, перевернутая, поэтому здесь понадобится огнетушитель, как в предыдущей серии, чтобы разбить стекло и пробраться внутрь. Так, не через боковое. Вот здесь вот лобовое стекло выломить. Отлично. И теперь можно заползать внутрь. Так, где у нас ключи? Вот, выключили двигатель. Теперь нужно подушку безопасности убрать, чтобы она нам не мешала. Отлично. Отстегиваем ремень безопасности и вытаскиваем пострадавшего на ровное место. Итак, вытащили его. Теперь нужно проверить его состояние. Проверим сознание. Ну, конечно, его тут нет. Проверяем дыхание. Если оно и есть, то очень слабое. Так у него еще травма головы есть. Понятно, от удара. Так, информацию о нем передал. Теперь проверим свое местоположение. GPS у меня тут нет, поэтому нужно сейчас найти табличку с каким-нибудь названием. Вот одна из них. Так, отмечаем. Все, передали. Теперь бежим к машине. Проверяем этого пострадавшего. Точнее, пострадавшую. Итак, трясем за плечо. Проверяем дыхание. Ну, тут порядок. Особых проблем нет. Так, остался еще один, который у нас лежит прямо на пешеходном переходе, мимо которого я уже пробежал несколько раз. Проверяем дыхание. Кстати, он дышит отчетливо. Так, а так у него ран тут полно. Особенно вот на ноге, из которой прям фонтанчик бьет. Так, передали информацию. Теперь нужно проверить наличие возможных угроз. Какие здесь могут быть угрозы? Так, проверим эту машину. Здесь есть что-нибудь из указателей? А вот, масляная лужа. Ну все, передали, рассказали, что у нас тут за ситуация. Теперь нужно Сильвестру оказать первую помощь, пока он не умер от потери крови. Так, надели перчатки. Теперь нужно поднять ногу. Так, фонтан прям бьет, так и бьет. Разрезаем штанину. Отлично. Теперь бинт. Перевязываем это все дело. Берем его ремень и затягиваем. Все. Вроде как первую помощь оказали. Теперь следующему. Здесь только сердечно-легочную реанимацию надо провести. У него была проблема только с дыханием. Итак, делаем ритмично 30 нажимов. Вроде все идеально. Поспешил немножко. Опять спешу. Но, в принципе, отличный результат. Высокий балл. Теперь 2 вдоха и проверяем его дыхание. Не особо что-то слышно, но до прибытия скорой, я думаю, он протянет. А вот и скорая. А мы сейчас приступим к поиску подсказок
о случившейся аварии. Итак, первое, на что обращаем внимание, это на вот эту лужу крови на пешеходном переходе. Далее смотрим на вот это место столкновения. Это уже очевидная такая подсказка. Так, следы торможения почему-то не относятся к делу. Это тоже не относится. Угу. Так, что же тогда может еще относиться? Смотрим здесь. Здесь у нас вот светофор. Сейчас проверим, что он говорит. Ага, она проехала на красный свет светофора. Ну, скорее всего, это и есть причина, по которой случилась авария. Ищем последнюю подсказку, я уже все осмотрел, остался вот в машине. Ага, она писала смс во время вождения. Это, похоже, и стало причиной, что она проехала на красный свет. Расставляем подсказки по порядку, но здесь уже понятно. Она писала смс, проехала на красный свет, врезалась в машину на перекрестке, и вторая машина задела пешехода. Отсюда вывод: не отвлекайтесь, когда вы за рулем. Ну а мы переносимся к следующему сценарию, аж в 1972 год. Времена, когда про мобильники вообще еще никто и не в курсе был. Даже про интернет. Итак, вот у нас авария впереди. Останавливаемся на дороге. Здесь нам вызвать скорую абсолютно нет возможности, но вызвать ее надо. Первым делом открываем бардачок и достаем карту. Бумажную карту. Кто-нибудь еще такой пользуется? Ну все, определили местоположение, теперь нужно найти способ вызвать скорую помощь. Посреди пустыни. Без телефона. Та еще задачка. Но здесь нужно осмотреть место и наткнуться на вот этот указатель, который говорит о том, что здесь недалеко есть автозаправочная станция с телефоном. Тогда на каждой станции должен был быть телефон, так что едем на эту автозаправку. Садимся обратно в машину. Так, забыл закрыть дверь. И отправляемся в путь. Итак, мы приехали на место, выходим. Сейчас посмотрим, как выглядит заправка. Ну да, такая, как можно было увидеть в старых фильмах. Хотя наверняка такие даже и сохранились сейчас. Так, набираем службу спасения 911. Спасибо за информацию. Скорая и полиция готовятся к отъезду, пока мы говорим. Что еще скажут? Послушайте меня внимательно, я не смогу вас сопровождать, так что вам нужно быть внимательными. Я хотел бы попросить вас вернуться на место происшествия и помочь, насколько это возможно. Кстати, эта авария связана с заключенными. Вот, поэтому нас просят, чтобы мы для своей же безопасности спрятали все оружие, которое найдем. Кроме того, шериф просит вас сделать это с помощью какой-нибудь ткани, чтобы не оставлять собственных отпечатков пальцев. А то и нас посадят заодно. После этого вам нужно будет выключить зажигание во всех автомобилях, проверить всех пострадавших и выбрать, кому помочь. Выберите человека, чья жизнь находится под наибольшей угрозой. Удачи! Все, на этом телефон вешаем трубку и надо возвращаться. Ага, что у нас тут еще? А, найти аптечку нужно. А она находится позади заправочной. Все, взяли аптечку, можно возвращаться к машине и выполнять остальные рекомендации. Так, забираемся в свою машину и вперед. Вот, кстати, вот носовой платок, который мне пригодится, чтобы не оставлять отпечатков. Что ж, выходим из машины. И первым делом я сейчас открою багажник,
в который буду складывать найденное оружие. И бежим осматривать машину. Заодно сейчас выключу зажигание. Готово. Так, этому человеку уже помощь явно не требуется. Бежим к следующему. Так, а вот здесь как раз пистолет. Берем револьвер, платок и несем его в свой багажник. Конечно, можно было остановить машину чуть поближе, чтобы не бегать так далеко. Но, к сожалению, не я управляю этой машиной. Так, идем к следующему автобусу для заключенных. Выключаем его двигатель. Готово, теперь нужно найти оставшееся оружие и сложить все в багажник. Выходим из автобуса и будем искать. Так, вот что у нас здесь? А, еще один револьвер. Так, бежим снова к машине. Так, скидываем. Все, еще один остался где-то. Бежим осматривать вот эту машину, которую еще не осмотрели. Так, багажник заперт. Что у нас здесь? А здесь у нас как раз третий револьвер. Прячем его тоже в багажнике. И ждем следующих инструкций. Отлично. Теперь нужно закрыть багажник. И не просто так закрыть, а на ключ. Так что нужно зайти в свою машину, взять ключи. Берем ключи. Так, не закрываем дверь, а выходим наружу. Так, и на замок. Все есть. Готово. Теперь нужно оценить ситуацию, проверить всех пострадавших. Начнем с первого. У него здесь пулевое ранение. Тут помощь вообще никакая не требуется. Бежим к следующему. Брок. Полицейский. Проверяем его сознание. Дыхание. Ну, здесь видно, что он дышит, но у него, похоже, пулевое ранение тоже. Но не смертельное. Так. Теперь еще два пострадавших. Это водитель. Его сначала проверим. Так, Эллиот. Проверим сознание. Теперь дыханием что? Так, вот у него тоже ранение в плечо. Только дыхание не слышно, и грудная клетка тоже не двигается, но он еще жив. Так, и последний у нас, по-моему, внутри сидит, это заключенный. Так, проверяем его. Что с ним? Так, он дышит. Ему повезло. Никаких ран, а только рука. Но это, видимо, от удара. Так, теперь нужно помочь жертвам. Идем к водителю автобуса, он в самом худшем состоянии. Вытаскиваем его. Так, готов. Теперь открываем аптечку. Надеваем перчатки. Поправляем голову. Отлично. А теперь делаем массаж сердца. Ритмично 30 нажатий. Как обычно это делали в предыдущих сериях. Итак, результат достаточно высокий. Теперь нужно сделать искусственное дыхание. 2 вдоха, но в этот раз уже без маски. Тогда их еще не было. Проверяем дыхание. Ну, его как и не было, так и нет. А вот и скорая подъезжает вместе с полицией. Самое забавное, что из аптечки нам понадобились только резиновые перчатки и больше ничего. Никого бинтовать даже не пришлось, хотя у них были пулевые ранения. Ну что ж, начинаем поиск подсказок. Здесь у нас стреляные гильзы. Водитель автобуса стреляет в бандитов. Так, вмятина. Машина врезается в автобус. Тут пулевые отверстия. Еще в колесе. Так, еще 2 подсказки осталось. Идем искать следующую подсказку. Она вот в этой машине. Так, пятна крови. Бандит ранен в голову. Так, и осталась последняя подсказка. Так, она где-то здесь. Вот. Так, последняя подсказка. Автобус переворачивается и падает вдоль дороги. Теперь расставляем все по порядку и получаем полную картину.
Тюремный автобус подвергся нападению, ему пробило шину, и он перевернулся вдоль дороги. Водитель автобуса смог выстрелить в голову нападавшему, после чего машина влетела в автобус. И на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, особенно на дорогах. Мы увидимся в следующей серии. Пока, всем пока.